Я выйду на площадь своего города. Это будет вечером, венчающим ужасный день. Я буду вслушиваться в эти аккорды куда-то идущих, едущих людей. Я буду с ужасом, бьющимся сердцем метаться, пытаясь чего-то найти. Я буду двигаться по инерции, как бильярдный шарик, что осталось заколотить. Давай начнем. Какой бы Кто это? А? Где? Вот это. Поет кто песенку? Это папа в детстве. А это кто? Значит, вот это идеально ньютоновская жидкость. При очень больших напряжениях и скоростях сдвига, когда система предельно разрушается, мы имеем минимальную вязкость. Вот какой нюанс? У нас наступает, минимальной вязкости может не быть, а просто происходит разрушение. Вот. И теперь от вас требуется узнать. Значит, вот увеличится вот этот процесс, усилится этот процесс мицеллообразования. Как вы думаете? Значит, вот с ростом концентрации у нас увеличится стабилизация? В каком случае в системе начинает идти быстрая коагуляция? Так. Папа. Папа. Ну, видно, что это не очень интересная запись, скажем так. Потому что это просто мы тогда напились, там что-то, то-то, все-то. И, естественно, мы выступать не собирались совершенно. Но так сложилось, что это вот и был первый концерт группы «Лисичкин хлеб», поэтому... Вот, и тем более тех времен нет особенно записи, поэтому представляет интерес. Саш, ты чё, оборзела? Моя мать, которая вечно пыталась что-то там мне помочь теми способами, которые для меня не были самыми лучшими, она меня просто взяла и записала в кружок по химии. И был направлен в этот институт в 10 классе делать доклад на какой-то научной конференции. А уже когда в 11 классе надо было искать место, куда поступить, я поступил на курс в этот институт, попал в него. И только потом уже я как-то к этому прирос. Я считаю это занятие гораздо более достойным, чем торговать вот на этом рынке. Я вот здесь вот сижу, и потом, когда я возвращаюсь, прохожу мимо этого рынка, в общем-то, я чувствую такую отстраненность, и мне от этого становится хорошо. Ну, это классный цемент, у меня был фиговый цемент. Хотя тоже Подольск, М500, и то, и другое, но этот вообще какой-то... Насыпаем туда алюминий. Вот, то есть, в принципе, сейчас должны попереть пузырьки. Человек, которому везло, не находит себе места на земле, где сказочная страна. В ожидании чая до близки, он верит, что ему повезет. В любви, но в способностях, но счастья не бывает. Весеннее не наступает. На этой веселой планете все шансы равны нулю. Мне тогда было 13 лет, но я был еще маленького роста. А то, что у меня в голове происходило, система, которая у меня возникала, она, наоборот, была больше по возрасту, чем у меня он был. Совершенно определенно. Ну, первые альбомы, тем не менее, они еще не особенно
нагружены каким-то смыслом. Они больше построены на энергии, которая тогда просто грозила взорвать тебя всего. Если стремиться к норме, дикой беззубой жизни, и расходиться во мнениях, жить день до мечтах и нуля, и улыбаться свету, и примерять ответы, и отрабатывать воздух, человек превращается в нейтраль. Огромное большинство людей проживает свою жизнь под эгидой получения удовольствия, развлечения, какого-то подавления чужих личностей и так далее, и так далее. А какого-то непонимания полнейшего. Это было заметно, всегда бросалось в глаза. Это и есть белой планете приходит последний срок. Потом меня всегда привлекала сама по себе идея анархизма, поэтому я с удовольствием всегда принимал участие там, где речь шла о каких-то анархических акциях. Ну, они обычно митинговали, эти анархисты, мы просто присоединялись, пели свои песни. Ходят фашисты, менты, подонки, разнообразят загаженными. Мы играли в Смоленске, в Твери, совсем близко, в Ленинграде несколько раз, там, в Минске, в Могилеве, в Сибири многие люди знают. Встречал здесь на концертах. Были письма какие-то из Краснодара. Вот в Америке есть какие-то люди, какие-то иммигранты, которые слушали. В Москве действительно как-то странно, что мы-то оставили о себе след все-таки. То есть есть какое-то у людей есть какое-то понятие о том, что эта группа была, что это было что-то необычное. Это масса, Осторожно, ребята. Дорогие друзья, сейчас здесь состоится концерт. Ребят, вглубь не продвигайтесь, надо наоборот расположиться стационарно сейчас. Братья по разуму рано встают и на работу идут. И равнодушный осенний ветер на меня нагоняет тоску. Мне наплевать на осенний день, на братство и на труд. Люди живут единой семьей, где каждому брат. Иди побегай. Подбила. Это ты брысь под лавку. Подбила. Там кто там? 12, 10, 38. Так, Захар, держи гитару. Мне позвонил телефон. Кто спрашивал слово? Мне позвонил телефон. Не-не-не. Кто спрашивал слово? Слышь, там вот экстремистские коммунистические группы. А кто вообще звонит? Слон. Откуда? От рублюда. Верблюда. Верблюда. Что вам надо? Надо. Меня часто спрашивают, что группа «Лисичкин хлеб» умерла. Просто все изменилось настолько, что я совершенно иногда даже не могу найти связи между тем, что было, и тем, что сейчас, как будто это какая-то чья-то чужая жизнь проходила. Я и сейчас, конечно, продолжаю какие-то писать тексты, но это уже какой-то мой частный сектор, который, уже совсем для меня только важен. Жизнь, она расползается, потому что люди выходят замуж, устраиваются на работу и так далее, и так далее. Это все очень здорово вообще выжимает соки. Поэтому какая-то энергия совершенно необратима на протяжении этих лет из меня исчезла. Ты изучал где-то на первом курсе, допустим, какую-то высшую математику, но сейчас ты уже не можешь там решать какие-нибудь уравнения с двойным интегралом. Точно так же и тут ты не можешь уже непосредственно подходить к жизни, как-то также реагировать на это все, потому что ты растратил эту способность. Я тоже буду кричать.
Тоже будешь кричать, когда вырастешь? Да. Ну, молодец. Пойдешь по моим стопам, да? Да. Допою и брошу все за раз. Завтра же, сегодня же, сейчас. Мне и самому смешно, что какое-то говно нам мешает, убивает нас. Я хочу, чтоб жизнь была другой. Я хочу побыть самим собой. Ну а если я никто, я ботинки, я пальто, паутины мною сотканы. Ну а если я никто, я ботинки, я пальто, паутины мною сотканы.